Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу вам продолжить свой рассказ, как укоренить капусту кейл. В первом видео я показывала, что я делила на части главный стебель и делала 8 штучек. И из 8 у меня прижился только один. Вот он растет, вы можете посмотреть, прижился, растет замечательно. В первом видео я показывала, что я накрывала их стаканчиком. Оказывается, этого делать не надо, потому что стебель толстый, сочный, и как раз надо дать немножко подсохнуть срезанным концам, а потом уже посадить. И не накрывать, чтобы ничего не вспрело. Когда я об этом вовремя задумалась, мне удалось спасти вот из 8 один укоренившийся черенок мне удалось спасти. Итак, вот капуста кейл, она у меня здесь растет уже второй год. Я ее сейчас буду пересаживать на улицу, чтобы она у меня там зацвела, и буду собирать свои семена. Это у меня последняя грядка, где глина. Я рассказывала в своем видео, что вегетарий запустился весной, в феврале месяце, и у меня здесь глинник, земли очень мало, поэтому так получилось, что во всех грядках практически была чистая глина, и первый год я выращивала все в чистой глине. Вот у меня осталась последняя грядка, из-за капусты кейл я не могла поменять землю в этой грядке. Вот сейчас пересажу на улицу и уже смогу поменять землю в этой грядке последней. Капуста кейл, помимо того, что ее можно размножать делением главного стебля, она очень хорошо размножается боковыми отростками. В тех местах, где срезаются листья, появляются боковые отростки со временем. Вот здесь вот видно. Укореняется очень просто, обрывается черенок. Я обламываю нижние листья и просто прикапываю в грунт. Вот у меня тут приготовлены маленькие стаканчики. Прикопала. Полью и поставлю в полутень. Сейчас еще покажу. Вот отломила вот такая вот малышка. Они очень быстро укореняются. Прикопаю землю. Сейчас я полью и поставлю в полутень, потому что сейчас конец апреля. В теплице очень тепло, солнце светит яркое. Вот сейчас видите, сейчас 5 часов, а в вегетарии очень тепло. Вот еще один способ укоренения, быстрого укоренения капусты кейл. Обязательно сажайте капусту кейл, она очень полезная, она очень вкусная, она неприхотлива в уходе, поэтому находите семена кейл и сажайте. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии и ждите новых видео. До встречи!